Хватит в общаге тухнуть, ты сходи лучше... с девушкой познакомься, а? Здравствуйте! Что такое? О, привет. Я, если что, на психолога учусь. И если ты не против, я продолжу читать, хорошо? Да что опять? Смотри, моя рука очень заинтересована в общении с тобой. Что? Ой-ой-ой, я тут заметил, нам перед глобальным сюжетом дают немного времени, чтобы мы изучили пару новых механик сезона. И вот что я точно понял. Хо-хо. Смартфон — это лучшее изобретение человечества. Изобретение, которое точно нужно напичкать приложениями, а самое главное, нам нужны деньги. Сейчас разберемся, есть пути решения. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Последняя реальность». Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в новый сезон под названием «Последняя реальность». Сезон, в котором мы нищий иностранный студент с особой иностранной стипендией. Вот так вот. Именно такую информацию о нас выдал компьютер во время регистрации. Я при этом знать не знаю ни про стипендию, ни про этот университет, ни даже про весь этот мир. Каким образом в компьютере появилась информация о Лолошке, неизвестно. Но зато мне дали смартфон, дали комнату в общежитии, и самое главное, мне дали познакомиться хоть и с занудной, но все-таки доброй девчонкой по имени Джена. Джена — активистка данного университета, в каждой бочке затычка, везде всем поможет, а еще не ест мясо. Да, пока что биография только такая. Именно Джена рассказала мне о том, как я могу заработать свои первые деньги, рассказала, что университет называется Lucky Charm, и даже поведала, что Дилан, мой сосед по комнате, самый токсичный парень в общаге. Вот это реально самая важная информация. Ладно, если серьезно, то про деньги информация самая полезная. И если коротко, то я скачал специальное приложение под названием FF. Free Fly. Здесь я могу найти работодателя и поработать за пару-тройку сотен СТ. Напомню, СТ — это деньги. Во время предыдущей серии одно задание я уже взял. Во, задание принято. Вы взяли новое задание на бирже Free Fly. Успейте выполнить его вовремя, чтобы избежать потери очков репутации? Погоди, что? Репутации? Ё-моё, так тут, оказывается, реально репутация есть. Типа, добросовестное выполнение заданий. Е-мать. Но раз уж я уже какое-то взял, давайте посмотрим, как его выполнить. В мою семейную пекарню требуется 150 связок пшеницы. Срок выполнения 5 дней. Задача — собрать 150 связок пшеницы. Ну, вроде бы просто. Награда 300 СТ. Изначально я подумал, что это много. Да, я правда так подумал, но потом понял. Тут каждое приложение на самом деле очень дорогое. Angry Nerds 999. Или, например, вот это 3000. Ого! Мощный интернет-браузер. С каких пор браузер нужно покупать? Это что за бред? Мы еще много не знаем о мультивселенной. Видимо, в этой вселенной браузеры покупают. Так, окей. Короче говоря, у меня есть задание. У меня пока что 0 денег. А еще, признаюсь честно, до этой серии я заметил то, что, оказывается, я могу кое-кому кое-что написать. Дженни и Дилану. Например, Джена. Вот, я могу напечатать, скинуть смешную картинку про котиков. Ну давай. Она что-то печатает. Ой, какая прелесть! Обожаю котиков. Надеюсь, у тебя хороший день. Если захочешь увидеться, то подходи вечером к бассейну. Часов в 7. Буду ждать. Окей. Жалко, что котика нельзя сделать побольше. А откуда я взял эту картинку, а? Вот я, Лолошка, откуда я ее взял? У меня же нету браузера. Ну ладно. Так, что у нас дальше? Дилан. Я могу напечатать ему, какая твоя любимая компьютерная игра? Хочу приготовить нам ужин сегодня, что ты будешь? Ты сегодня храпел. Честно говоря, изначально я не знал, зачем это нужно, но потом я посмотрел вот сюда, нажал на отношения и увидел Дилана и Джену. Оказывается, мы можем прокачивать отношения с каждым из них. Например, Джена у нас равнодушие, а Дилан презрение. Вот тена. Ну в целом здесь примерно такая же система. Я могу давать отрицательные подарки, нейтральные подарки и положительные. Ой, так погоди, я же могу получить... О, это за то, что я котика скинул? Окей, допустим. Так вот, это что получается? Я могу прямо сейчас нажать по Дилану и...
Да, я могу сделать ему подарок, оказывается, все это время. Привет, поболтаем? Не поболтаем, понятно. Так, Дилан, давай я подарю тебе деньги. 1 СТ, это же деньги. Сделать подарок? Нет? Деньги не дарятся? Блин, ладно. А, стоп, погоди, какой подарок? У меня же диалог незавершенный. Какая твоя любимая компьютерная игра? Хочу приготовить нам ужин, и ты сегодня храпел. Давай-ка, наверное... Хочу приготовить нам ужин. Что ты будешь? А? Чё, пытаешься через еду ко мне в друзья набиться? Хороший заход. Приготовь что-нибудь с мясом. Ты же не веган, надеюсь? Нет. Ну, кстати, у Брэндона скоро днюха, надо будет поздравить. Скидываемся по 500. Возможно, придется закинуть больше, пока все не заехали. Но я даже не знаю, кто такой Брэндон. Я не буду праздновать свой день рождения, а значит и скидываться на другие. А как у вас можно отправить заказ с фрифлая, чтобы деньги получить? О, я веган. Блин, ну вот это, кстати, хороший вопрос. Как вообще заказ-то выполнить? Как его сдать? О, ты 2 дня назад заехала, уже лансишь? Хорош! Рядом с ларьком на автобусной остановке есть почтовый автомат. Ты можешь отправлять через него посылки. Туда же приходят все твои заказы. Ленивые курьеры даже еду там оставляют, так что каждый раз самому приходится топать. Это чтобы ты понял, что меня это бесит. А, кстати, забыл сказать. Ужинаю я обычно после 8. Понял, ладно. Я мог, кстати говоря, сказать, что я веган, и мне кажется, что на этом наш путь с Диланом просто бы закончился. О, +3 с Дилан! Вот это я понимаю. Слушай, а то, что мы тут в соседних комнатах торчали, ничего, не? Да что опять? Смотри, моя рука очень заинтересована в общении с тобой. Что? А, нет, показалось. Сегодня Брэндон приедет. Моей руке с ним тоже не интересно, но ты по уровню развития можешь ему подойти. Ты сказал рука! Ты сказал... Господи! Так, короче, стоп. Я тут подумал, наверное, надо просто присесть, подумать об этом и сделать какой-то вердикт. Потому что тема очень интересная, я могу о ней говорить долго, десятки минут. Поэтому, опять же, я сел, подумал, и вот мой итог. Как вы, возможно, знаете, Лолошка необычный персонаж. Он мироходец. В его организме зашит невидимый орган, позволяющий совершать перемещение по другим мирам. Большинство мироходцев, используя эту способность в момент стресса, теряют память. И так было всегда. Но конец предыдущего сезона был самым необычным за всю историю сезонов, ибо мы не использовали силу. Нас буквально выкинули из мира, в котором мы находились. Следовательно, у меня есть догадка, что потеря памяти сейчас — это не следствие магии или перемещения, а следствие огромного шока. То есть чисто теоретически мы можем вспомнить все то, что было. Мы наконец-то можем прокачать себя. Не просто как, не знаю, там... фехтовальщика или же крутого добытчика руды, а как мироходца. О, мне определенно нравится то, до чего я догадался, но это опять же только догадки. Эй, Дилан, может быть это... поговорим? Не поговорим? Ну ладно, но это было интересно. Несмотря на всю эту тему, есть у меня кое-какая идея, которая возникла еще до этой серии. Я собираюсь сделать себе лестницу. Ой, погоди, что это? Банкомат? Вау! Наличные 5, банковский счет 0. Пополнение электронного счета за наличные средства. Обналичивание средств с электронного счета. Обалдеть! Да у меня есть полноценная банковская карточка. Жалко то, что денег нет, да, пока что я бомж. Короче, идея с предыдущей серии. Я хочу сделать лестницу. Когда я прочитал уведомление от системы в предыдущей серии о том, что мир будет подстраиваться под меня, я сразу же подумал, а что если пустить лестницу вот так вот прямо по фасаду здания и подниматься и спускаться без проблем. Так, мне только нужно дерево, а дерево, кстати, есть. Быстренько делаем верстак. Обязательно топор. И да, я могу сделать топор, несмотря на то, что в предыдущей серии не мог. Мне писало о том, что нужно прокачать ремесло до 10 уровня. Но оказывается, это была небольшая недоработка, то есть я мог сделать топор. Каменный топор ремесло 30, железный топор ремесло 45. Да, дороговато будет. Ну что, здорово, дерево. О, наконец-то я могу нормально рубить. Срубаем примерно 3-4 штуки. Да. Долбаное падающее дерево. Я даже телепортироваться не могу к точке смерти. Вы понимаете то, что у меня нет телефона? То есть я вот карту пытаюсь открыть. Все, забейте. Могу.
все нормально. Обязательно одеваемся. Где мои вещи? О, курточка, ботиночки. Возвращаемся на базу, создаем палки и... Да, я могу сделать лестницу. Эй, Брэндон вернулся, детка! О, все пищат от восторга. Что, тебе было трудно подняться на 3-й этаж? Ну, в каком это смысле? Ну, по телам девушек, что падали в обморок от твоей неотразимости. А? Ха-ха, это да! Братан, иди сюда! Ну, здорово, Брэндон. А чё ты мямлишь-то? Иди сюда! Хо-хо! Как же я скучал по твоей кислой морде, Дилан! Фу. Ну давай, рассказывай, чё там по остальным? Ну, я пока один, если не считать вот этого новенького. Опа-на! Здорово! Тебе, я так понимаю, не повезло и досталась койка с нашим нердом, да? Ха-ха-ха! Я Брэндон, в пейджере Muscle Charm. Хорошо. Слушай, а тебя хоть что-то в этом мире заботит, кроме твоего тела? Реакция девушек на него, Дилан. Справедливо, справедливо. О, боже. Короче, я у себя. Валяй, валяй. Слушай, новичок, ты не парься, я только наполовину серьезен. Рад знакомству. Ты как тебя? Да, точно. Лолошка. Меня зовут Лолошка. Лолошка? Ты чё, тот самый иностранный студент, которым нам грозила наша леди Нафталин? Я так называю нашу вахтершу, если чё. Слушай, я ведь правильно понимаю, что ты еще толком не познакомился тут ни с кем, а? Да точно, правильно, точно, ты посмотри на себя. Хватит в общаге тухнуть, ты сходи лучше... с девушкой познакомься, а? Есть, тут у нас одна иностранная студенточка. Она приехала вчера, как и ты, прикинь. Я перед тем, как в общагу зайти по территории-то прогулялся. Видел ее? На лавке около женского блока сидела с книжкой в руках. Никогда не понимал, чем людей эти многобуквенные перемудренные талмуды привлекают. Но ты-то 100 пудов с ней общий язык найдешь. Не зря же очки напялил. Ладно, в общем, мне надо вещи разбирать. Удачи! Удачи! Слушай, мне нравится этот персонаж. Мне определенно он нравится. Брэндон, такой, знаете, качок, веселый качок, немного туповатый, но тем не менее, мне определенно зашло. Так, а я могу? Да, я к себе-то могу зайти. Дилан, обсудим Брэндона. О, слушай, теперь, когда вас двое, я должен разделить норму сказанных слов на 2. Ты свою уже истратил. А ты считаешь? Как он, кстати, Брэндон назвал Дилана нердом? Если что, нерд переводится как задрот, ботаник, зануда, вот что-то в этом духе. Но то, что ты зануда, Дилан, это факт, это факт. Ну ничего, еще подружимся. Так, у меня теперь другой вопрос. Могу ли я заходить к Брэндону в комнату? О, могу. Привет. Опять ты? Слушай, я уже несколько лет занимаюсь тем, что чиню свою старую тачку. Девчонкам нравятся парни, которые разбираются в машинах. Я не разбираюсь, но им-то об этом знать не обязательно, да? Главное, постоянно торчать в мастерской и обещать им, что я их покатаю. Так, ладно, все, шутки в сторону. Мне Брэндон сказал то, что у него тег Muscle Charm, как-то так, Muscle Charm. Да, во, Брэндон. Круто, у нас друзья появляются по общаге. Отношения, Брэндон. Презрение, ага, то есть пока что он ко мне с презрением относится. Понял, понял. И, кстати, тут же всякие разные сундуки есть. О, деньги, деньги берем. Может быть, даже у Брэндона что-нибудь завалялось? Так, что это? Учебник по защите и по фехтованию. Подходит, подходит, используем. Спасибо. Еще сундучело. Риторика и взлом. На самом деле, по вот этим книжкам уже можно понять, кто здесь будет жить. То есть, смотрите, персонаж, который будет здесь жить, у него будет риторика, взлом и стрельба. Я думаю, что это будет какая-то девушка. Поэтому познакомимся обязательно. Все это дело используем. Деньги тоже берем. И вот, кстати, по вот этим сундукам тоже можно было бы понять. Да, вот они есть. И это защита. Ну ладно, по защите как-то особо-то и не понять. Это и к Брэндону подходит. Так, здесь у нас горное дело. Берем. Алхимия.
Химия, прокачиваем. И вот честно признаюсь, мне из всех этих книг пока что больше всего заходит ремесло, потому что я понимаю то, что это крафты. Горное дело у меня уже увеличивает скорость добычи на 9%, потому что 3-й уровень, хорошо. Мне Брэндон сказал то, что где-то у женской общаги есть девушка, с которой можно было бы познакомиться. Это ты? Привет. Нет, это не ты. Девушка с книгой. Нам нужна девушка с книгой. Я вижу просто девушку, но без книги. Другую девушку, но тоже без книги. Короче, мне... А, нет, все, забейте, я нашел. Здравствуйте! А вы, случаем, не та самая девушка с книгой? Что такое? О, привет. Мне так нравится это время. Спокойно, тихо. Скоро людей станет намного больше, все будут бегать, суетиться, переживать о предстоящей сессии. Хотя до нее всего немного меньше полугода, это правда. Ты, если что, успей насладиться этим спокойствием, незнакомец. А вообще, можешь присесть рядом со мной. Давай. Ну, юноша, как тебя можно называть? Меня... Ну, Лолошка. Какое необычное имя. А меня Шерон зовут. Я, если что, на психолога учусь. И если ты не против, я продолжу читать, хорошо? Ну да, не поболтаем. Ой, а может быть я могу спросить, что читаешь? Ну просто мало ли, понимаете, я все попробую. Что читаешь? Нажать по ней я больше не могу. Ну, она такая, знаете, добропорядочная студентка, которая как бы обидеть меня не хотела, но в то же время иди-ка ты в жопу, Лолошка. Я занята. На всякий случай попробую обойти сейчас всех, по всем понажимать. Парень. Ой, погоди, а может быть, смотри, мы познакомились с Шерон, и теперь она где-нибудь здесь появилась? Нет. Видимо, появляется человек только тогда, когда мы его добавляем в пейджер. Все, я понял. А вообще, кстати, я Ух ты, плюс 1 очко умения. Ух ты, спасибо. Я напоминаю то, что мы вечером должны приготовить какое-то мясное блюдо. Так, но могу ли я что-то прокачать для добычи мяса? Открывает навыки воина. Дает возможность нанести критический урон при атаке. Ага, то есть сейчас я не могу наносить критический урон. Окей, возьмем. Быстрые рефлексы. При натянутой тетиве время вокруг вас замедляется. Вау, стоимость 2 очка умения. Надо найти что-то на добычу. Например, вы передвигаетесь на 50% быстрее, если не носите броню. Вау, а как это я буду не носить броню, а? Хотя погоди. Йоу, ты посмотри, какая идея, а? Броню перемещаем в косметическую и тадам! Я абсолютно тот же Лолошка, в точно такой же броне. Ну и получается, буду перемещаться на 50% быстрее. Но только если прокачаюсь. Пока что, так и быть, тратить поинты я не буду, мне нужно мясо. Мясо. Я убил свиней, и свиньи все еще остались, отлично. А мир-то у нас огромный. Чисто теоретически я могу куда-нибудь пойти, что-нибудь найти. Господи, а чё так много коров? Да, это очень много. Ладно, у нас такое, знаете, фермерское училище, фермерское общежитие. Очень много коров. То есть я точно никогда не проголодаюсь. Вот это, кстати, возьмем. Спасибо. Его можно использовать, чтобы сделать что-то с мясом, надеюсь, да? Жареная курица. Вау. Вот от этого Дилан 100% будет в восторге. Правда, увы, это очень дорого, поэтому пока что съедим по стейку. Вау, или смотри, можно сделать говяжий тартар. Хо-хо. Давай-ка попробуем. То есть мы опять же делаем верстак. Это можно даже без печки, понимаете? Далее бахаем говяжий тартар. Получается 2 штуки. Я не знаю, все, можно попробовать дать это Дилану. Правда, перед этим напомню то, что я хотел дерево порубить. О, как же это круто падает, а? Прям по физике. Так как я нахожусь на факультете экология и природопользования, мы понимаем, что просто рубить деревья это плохо. Именно поэтому мы берем шишки и просто сажаем обратно. Рано или поздно из этих шишек вырастет полноценное нормальное дерево, и как бы я и рыбку съел, и рыбку съел. Кстати, Джена, я совсем забыл. Если хочешь увидеться, подходи вечером к бассейну часов в 7. А у нас сейчас... А у нас почти 7. Обалдеть. Я реально, у меня вылетело из головы. Но, забыв одно, я помню о другом. Мы должны выполнить задание на... Ой, погоди, у меня 2 задания. Пытаюсь подружиться с соседом по комнате. Вызвался приготовить сегодня ужин. Надеюсь, какое-нибудь мясное блюдо мне в этом поможет. Так это еще и задание. Круто. А вообще, вот, у меня другое задание. Принести 150 связок пшеницы. Все, 150 пшеницы. Господи, сколько уже времени? Ну-ка. 18:58. 2 минуты до Джены. 2 минуты. Джена, прости, что я опоздаю. Сейчас. Мне тут надо, во-первых, немножко поесть. Джена.
Вы видите Джену? Я не вижу. О! Джена! Она только что пришла, буквально только что. Она вот оттуда пришла, да? Блин, то есть тут персонажи не просто появляются, они реально приходят к обозначенному времени. О, садится, пока меня не видит. Эй, Джена, привет. Ой, привет. А я вот вернулась из университета. Решила расслабиться с мохито у бассейна. Он безалкогольный, не волнуйся. На территории общаги запрещена продажа алкоголя, хоть большинство студентов и совершеннолетние. Не то чтобы я намекаю, что пью алкоголь, ну разве что бокал вина с родителями на празднике. Ты не подумай, я уже совершеннолетняя, просто не пью, потому что мне не нравится и... Блин, сейчас я даже жалею, что он безалкогольный. Слушай, а тебе, наверное, пора куда-то, да? Я тебя задержала. Прости, пожалуйста. Сама себя смутила. Ну да, знаете, мне кажется, что Джена, ее характер примерно такой. Она активистка этого, получается, ну не общежития, а что, университета. И у нее все в голове должно быть идеально. Не только в голове, но и в настоящей жизни. Если что-то идет не так, как она себе представила, она ломается. Ну ладно, буду иметь в виду. Ничего, Джена, живи. А хотя погоди, какой живи? А может быть по тебе надо нажать? Сделать подарок. Так, ну экспериментировать пока не буду. Нет, нажать нельзя. Зато время у нас уже 19:46. То есть по идее где-то в 20 часов я могу Дилану дать еду. Я могу ошибаться, конечно, что это именно так работает, но мало ли. Просто даже если я сейчас дам, он, наверное, скажет: ты чё, я ем после 20. А я специально встану, немного подожду и приду к нему после 8. Вот, все, 20:11. Дилан, здорово. У меня для тебя говяжий тартар. Хочешь? Как это работает? На. Ого! Вот чего-чего я этого и не ожидал. Ну-ка, что вкусного приготовил великий иностранный шеф-повар? О, слушай, Лолошка, спасибо, это вкусно. Пожалуйста, Дилан. О, он прям немножко даже как будто подобрел, не? Так, только у меня вопрос. А говяжий тартар... Да, говяжий тартар, получается, исчез. У меня остался один. Я сколько уже отношений имею с Диланом? 25? 28? Я уже, честно говоря, забыл. Проверяем. Дилан. 28%. Насколько это мне будет важно в будущем, пока что неизвестно. На всякий проверяем. Ой, кстати, подожди, задание выполнилось. Сюда. А это что такое? Награда 300 СТ плюс 15 СТ. Интересно, плюс 15 это за то, что я прокачался вот здесь? Если честно, такого я не замечаю, чтобы что-то давало мне за выполнение квестов больше СТ. Но, тем не менее, мне почему-то дают плюс 15. На всякий случай попробуем подойти к Брэндону. Брэндон все еще тут стоит. И стоит. Ну ладно. Что ж, кто бы что ни говорил, но момент с Диланом в самом начале серии — это реально очень завлекающий момент, который, я надеюсь, в будущем будет постепенно раскрываться. Ну, очевидно, что будет, просто насколько быстро это будет происходить, узнаем уже в следующих сериях. А на этом я буду постепенно заканчивать. Давай, Лолошка, вспоминай, черт возьми! Ты мироходец! Надеюсь, вам нравится, как развивается сезон. Мне определенно да, пока что это прям 10 из 10. Немного непривычно, потому что куча новых механик, но я уверен, что я привыкну. А тогда будем надеяться на скорое развитие. И не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и ваши подписки. Это самые важные кнопочки, которые дают огромный буст к мотивации. Мотивация — это залог успеха. Поэтому, если я говорю, как дать эту мотивацию, пожалуйста, не проигнорируйте это. Спасибо большое. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и мое первое выполненное задание. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.